Сегодня продуктивность перестает быть просто неким инструментом для работы. Она становится моральной категорией, чем-то вроде современной добродетели. Что я имею в виду? Быть продуктивным в современном мире значит быть правильным, успешным и достойным. А из-за паузы, некоего отдыха или задержки человек может испытывать чувство вины или воспринимать это даже как некий маленький грех. Представьте такую сцену. Утро выходного дня. Человек садится завтракать, но рука у него тянется, например, к ноутбуку или к смартфону. На минутку проверить, что там по задачам. Списки дел, уведомления, письма. И, казалось бы, это просто привычка, да? Чуть-чуть посмотреть. Но проходит уже час, потом 2, и день уже не воспринимается как выходной. Чашка остывшего кофе рядом с ноутбуком напоминает, что из минутки, надо чисто проверить, у него вырос целый блок работы, хотя по-настоящему срочного ничего нет. Психологи называют это трудоголизмом, когда границы между работой и жизнью стираются. В исследованиях 2008 года показано, что у трудоголиков отдых сопровождается сильным чувством вины. То есть даже пассивное бездействие воспринимается как некая угроза внутреннему порядку и контролю. Интересно, что это не столько про реальное количество задач, сколько про отношение к себе. Человек чувствует, что его ценность напрямую зависит от его продуктивности. Макс Вебер еще в 1905 году писал о некой протестантской этике, где успех в труде воспринимался как знак некой избранности. И с тех пор смысл трансформировался, но структура осталась. Продуктивность приравнена у нас к некой нравственной чистоте. В 21 веке это оформилось в некий hustle culture, культ постоянной занятости, где лозунги вроде «работай, пока другие спят» воспринимаются людьми как мантры. Социальные сети только усиливают эту логику. Фоточки с ноутбуком и кофе становятся некими иконами нового священного труда. Продуктивность сегодня не просто про эффективность, она превращается в кодекс морали, где работа становится обрядом, а календарь — молитвенником. Но именно в этом и кроется риск. Когда инструмент превращается в религию, он перестает служить человеку и начинает требовать неких жертв. То, что мы привыкли считать естественным стремлением быть полезным, на деле может быть культурной конструкцией, вплетенной в нашу систему ценностей. И если мы ее не распознаем, то можно всю жизнь прожить в некой беготне за чем-то, не заметив, что смысл этой самой жизни уже давно ушел. В культуре, где продуктивность приравнивается к добродетели, лень становится не естественным сигналом организма, а моральным проступком. Она воспринимается не как призыв к отдыху или некой перестройке своего рабочего дня, а как внутренний дефект, за который нужно стыдиться. Представьте себе студента, который садится за стол, открывает ноутбук, раскладывает учебники. В голове у него список задач, но руки не поднимаются. Он отодвигает проект на потом, включает сериал, но и там он не может расслабиться. Внутри у него суд присяжных. Я ленивый, я слабый, я снова все испортил. В итоге он и не работает, и не отдыхает. Он просто висит в этой петле вины. В 1992 году психоаналитик Джордж Ваянт писал о защитных механизмах как способах психики экономить энергию. То, что мы называем ленью, может быть одной из таких защит. Организм как бы гасит чрезмерное напряжение, откладывая действие на потом. И современные исследования показывают нам, что вот эти ленивые паузы на самом деле могут быть необходимы нам для
того, чтобы у нас лучше работала память и для того, чтобы мы могли восстановить наши ресурсы. То есть лень может быть не признаком слабости, а вполне себе адекватным, встроенным механизмом баланса. В разных культурах ленность оценивается по-разному. В СССР возвеличивался, например, ударник труда, да, тот, кто работает больше нормы, а лентяй воспринимался как враг общества. В США, например, есть культ self-made man, который закрепляет идею, что успех — это исключительно результат личных усилий, а значит, что любое промедление — это личный провал. В обоих случаях лень превращается не в некое личное переживание человека, а в ярлык, инструмент давления и контроля. По итогу лень — это не объективная черта характера, а культурный ярлык. Под ним скрываются разные процессы: усталость, выгорание, потребность в паузе, сопротивление чужим требованиям. Когда мы говорим «я ленивый», мы на самом деле воспроизводим некий социальный кодекс, где отдых лишен права на существование, где нельзя отдыхать. В культуре продуктивности человек почти не имеет права на так называемое «ничего не делание». Даже пауза должна быть рационализирована, превращена в некий полезный отдых. Иначе включается вина, требующая оправдания. Вот человек после рабочего дня включает сериал, и через 5 минут он думает: хоть английский подтяну, потому что я смотрю вот его в оригинале. Или он открывает YouTube с каким-нибудь подкастом и, естественно, объясняет себе: это же про мотивацию, это мне пригодится в работе. Каждое удовольствие оборачивается задачей, и каждое оправдание превращает отдых в продолжение труда. Леон Фестингер, о котором я уже не раз говорил, в теории когнитивного диссонанса, показывает, что когда наши действия противоречат внутренним убеждениям, психика стремится их согласовать. В культуре продуктивности это может выглядеть так: я трачу время на сериал, и, напротив, я должен быть полезным. И посерединке рождается рационализация. Сериал помогает мне учить язык. Современные исследования называют это оправданием постфактум. То есть задним числом человек приписывает своему действию смысл, которого изначально не было. Уже в XIX веке в личных дневниках встречаются жалобы на потраченные впустую часы. Человек фиксировал не столько события, сколько ощущение вины за них. В XX веке это превратилось в некую систему. У нас есть тайм-менеджмент, дневники эффективности, а позже у нас даже появились цифровые трекеры, которые автоматически оценивают время, которое мы проводим где-то в приложении, например. Даже отдых фиксируется у нас как активность. Да? Мы считаем шаги на прогулке, мы смотрим, какой процент отдыха мы получили после сна. Отдых без измерения становится чем-то подозрительным. Современный человек как будто бы не умеет отдыхать просто так. Даже сон, еда или прогулка должны обосновываться через пользу. И это превращает простую паузу в новый вид труда, работу по оправданию своего существования. Получается, что оправдание отдыха, которое у нас появилось, это не личная слабость человека, а культурная норма. Мы не ленимся, мы встроены в систему, где даже удовольствие должно приносить результат. Культ продуктивности построен на некой постоянной мобилизации, на неком стрессе. Но именно эта мобилизация постепенно пожирает энергию, обесценивает результаты и делает человека неспособным радоваться даже своим достижениям. Представьте себе менеджера, который утром пишет список из 10 задач. К вечеру он вычеркивает целых 5. Впечатляющий результат. Но почему-то вместо чувства облегчения или гордости у него появляется пустота. Почему? Потому что завтра будут новые 10 задач, и сегодняшние усилия растворяются в этом бесконечном цикле. В этот момент человек ощущает, что его день, исчез. Он вроде бы что-то сделал, но он его не прожил по-настоящему. Кристина Маслах в 1981 году описала эффект так называемого эмоционального выгорания. Когда человек долго живет в режиме вот этого стресса, эмоциональные ресурсы у него постепенно истощаются. Он продолжает действовать на автомате, но уже не чувствует удовлетворения от того, что он делает. Позже исследования в 1991 году показали нам, что перфекционизм напрямую связан с депрессией. Чем сильнее стремление все сделать идеально, тем выше риск этого эмоционального коллапса. То есть это не просто усталость, а некий
глубокий внутренний кризис, когда радость исчезает даже из самых ценных для человека сфер. В Японии есть такой термин «кароси» — смерть от переработки. Он вошел в язык еще в 80-е и обозначает крайний результат жизни в культуре непрерывной продуктивности. Совсем недавно, 15 лет назад, в США активно обсуждалась эпидемия выгорания, когда миллионы сотрудников сообщали о хронической усталости, тревоге и потере мотивации. Социологи связывали это не только с рабочими нагрузками, но и с той самой хасл-культурой, где отдых считался чуть ли не преступлением. Труд перестает быть источником смысла и становится источником разрушения. То есть культ продуктивности начинает пожирать сам себя. То, что задумывалось изначально как способ достичь большего, в итоге может лишить человека способности наслаждаться результатами. Когда внимание все время мобилизовано, оно перестает различать, а что действительно важно. Работа ради работы, задача ради задач, и за этим всем исчезает опыт жизни. Человек перестает быть хозяином своего времени. Он работает не ради себя, а ради самой системы продуктивности, которая постоянно требует от него новых жертв. Вот человек выходит вечером на улицу, без наушников, без цели, без привычного «надо». Он просто идет и смотрит на то, как тусклые фонари подсвечивают мокрый асфальт, как листья шуршат под ногами, чья-то кошка пробегает по двору. И вдруг в этой тишине, без напоминаний и задач, он чувствует, что внутри что-то как-то стало посвободнее. Как будто мир впервые за долгое время перестал от него что-то требовать. В 2010 году психологи Киллингсфорд и Гилберт исследовали так называемый феномен блуждания ума. Оказалось, что люди проводят почти половину своего времени в мыслях, вообще не связанных с текущим делом. На первый взгляд, пустая трата времени и внимания. Но именно это состояние связано у нас с креативностью, воображением и образованием смысла. Когда ум блуждает свободно, он соединяет идеи, которые никогда бы не встретились в логике задач. То, что выглядит на первый взгляд бесполезным, оказывается источником новых смыслов. У древних греков было слово «схоля». Означало оно «досуг». От него произошло наше слово «школа». Учиться и думать можно было только тогда, когда человек не был полностью занят неким выживанием или своими обязанностями. В античной культуре именно праздность считалась условием для философии и искусства. Средневековые монастыри, кстати, тоже включали в распорядок часы ничего не делания, понимая их как пространство для молитвы и созерцания. Но в индустриальном обществе это слово перевернули. Праздность стала грехом, а лень – врагом. Культ продуктивности окончательно закрепил эту инверсию. О чем нам важно помнить? О том, что продуктивность – это инструмент, а не цель. Она полезна тогда, когда она служит жизни, а не заменяет ее. Но сегодня мы все чаще видим обратное. Работа ради работы, эффективность ради самой эффективности. И если мы признаем ценность так называемого бесполезного времени, то я думаю, что мы можем вернуть к себе некое пространство, где можно снова почувствовать вкус к жизни. Там, где исчезает необходимость доказывать свою эффективность, начинается что-то большее. Настоящее. Культура научила нас бояться пустоты. Но, может быть, именно в этой пустоте, в этом поле без конкретных путей есть подлинная свобода. Там нет лайков, KPI-ев и дедлайнов. Есть только ты, мир и то, что между вами возникает. И это уже не про продуктивность, это про жизнь. Что вы думаете об этой теме? Поделитесь своими эмоциями, историями, впечатлениями в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Оставайтесь любопытными, продолжайте исследовать и до новых встреч. Для многих это очень страшно. Что? Ощущение пустоты и тишины. Человек сам с собой сталкивается. Да. А если он себе нагадил, то вонять будет, там. Это то самое место, где ты осознаешь. Вот так вот останавливаешься подышать и понимаешь, что с самим собой душно. Поэтому люди захламляют себе внимание всем подряд. Музыка, сериалы, всякие трекеры и прочее. То есть в том числе это может быть формат избегания. Это он и есть. Это даже, не надо обсуждать. Какие должны быть созданы условия, чтобы школа как на праздник? Школа как на праздник? Да, человек, как это сказать, это его личный выбор. Опять же,
подростковом возрасте не стоит ожидать от человека удовольствия от школы и обучения. Там гормоны, и там мозг перестраивается. И я сильно сомневаюсь, что современный подросток будет кайфовать от томика Льва Толстого, который ему дали на лето почитать. Ну, это единицы. Опять же, вся эта тема со школы, это же у нас очень свежее явление. Ну, если исторически смотреть. Угу. Вся вот эта история с людьми, с общим образованием не было. Не, ну до этого образование же тоже давали. Ну, хорошо, ну вспомни там тех же стоиков или там Древнюю Грецию. Как люди образовывались? Ну, в сортирах общались. Да нет. Ну, были амфитеатры, да, там какой-нибудь стоит там философ, Это- рассуждает о жизни. Это тоже. Сидят вот люди разных возрастов и что-то узнают о мире. Не было же вот этого четкого, типа вот в 6 лет ты в школу идешь. Когда это началось? Это совсем недавно. Все, хватит.